Здравствуйте, друзья! И снова Хау-Кола. Московский зоопарк – один из старейших зоопарков Европы. Он был открыт 31 января 1864 года по старому стилю и назывался тогда «Зоосадом». Московский зоопарк был организован Императорским русским обществом акклиматизации животных и растений. Начало его существования связано с замечательными именами профессоров Московского университета Карла Францевича Рулье, Анатолия Петровича Богданова и Сергея Алексеевича Усова. Местность, где теперь находится старая территория зоопарка, называлась Пресненские пруды. Здесь протекала довольно широкая река Пресня и было одно из любимых мест гуляний москвичей. Зеленые холмы, заливные луга, цветущие сады украшали окрестности. Для создания зоосада большинством голосов члена общества акклиматизации был выбран именно этот участок, так как он находился на доступном расстоянии для всех москвичей, в том числе и небогатых. Территория Петровской академии, например, была удобнее и больше, но если туда было бы далеко и дорого для большинства потенциальных посетителей. Матвей, куда пошел? А он зайчик К открытию зоосада в нем содержались 134 экземпляра домашних животных, 153 экземпляра диких зверей и птиц и 7 экземпляров пресмыкающихся. Лучше всего была представлена российская фауна. Медведи, волки, лисицы, барсуки, хорьки, куницы, зайцы, белки, ежи, олени, соколы, ястребы, филины, совы, дрофы, журавли, цапли, утки. Создатели сада хотели показать зрителям в первую очередь нашу родную природу. Были на экспозиции и экзотические животные. 2 льва, ягуар, 2 тигра, леопард, носорог и аллигатор. Как вот он от лесу убежит? У него задние ноги, видишь, как длинные? Совы это зайцев едят. Да, зажрались. А так, с этой стороны еще и поверх. Я фауна. Сними сразу, называется. Здесь космос. Тут космос.
Ну и кот. Какая красивая, да, мама? Полина. В 1922 году зоопарк перешел в ведение Моссовета и с тех пор числится на бюджете города. Привет, сегодня погода вроде ничего, а вчера мы вообще гуляли. Да, извините. Трудное время переживал зоопарк не только во время революции и в 20-е годы, но и во время Великой Отечественной войны. Однако всегда в зоопарке работали люди, очень любящие животных и в любых ситуациях в первую очередь старавшиеся их защитить. Когда на зоопарк падали зажигательные бомбы, сотрудники круглосуточно были возле своих питомцев. Они приносили из дома одеяло и закрывали разбитые окна, успокаивали испуганных животных во время налетов. Известна история, когда супруги Закусило остались с животными, хотя видели, как загорелся от зажигательной бомбы их собственный дом. Многие сотрудники тогда жили на территории зоопарка. Сними это листья. Во время войны животные даже размножались. Например, родился бегемот Август. Директором зоопарка в те годы был Бурделев. Зоопарк всегда был любимым местом в Москве. Даже в годы Великой Отечественной войны зоопарк продолжал работать. И с 1941 по 1945 года его посетило более 6 миллионов человек. Сейчас зоопитомник растет и прекрасно справляется с поставленными задачами. Его коллекция постоянно пополняется. Смотрит, не двигается, какой забавный. В зоопарке проводятся разнообразные групповые экскурсии и беседы, во время которых посетители знакомятся с многообразием животного мира, биологией отдельных видов, проблемами экологии и охраны природы. Лекционную работу зоопарк ведет не только на своей территории, но и в школах, клубах, дворцах и парках культуры, в летних лагерях, в детских домах и интернатах, в библиотеках, санаториях и других учреждениях Москвы и Подмосковья. Лекции сопровождаются показом прирученных животных и неизменно вызывают большой интерес у слушателей, независимо от возраста и уровня подготовки. Вообще в такой позе застыл, да? Это, наверное, чтобы хищник не заметил, да, что? Да? Если они пошевелятся, Притворяются веточки. это так они не шевелятся. И хищник не видит.
Мам, сфотографируй. Ну, сфотографируй. Это какой-то этот, доисторический, наверное. Красавец. Смотри, там хомячок. О! И всё. Мам, посмотрите, мама, я буду целый. А, я что-то, да? Сейчас в московском зоопарке содержится более 8 тысяч животных, относящихся к более чем 1000 видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Нет, это еноты. Это енот наш. Енот. Вот здесь, смотри. Орешки. Видишь? Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира. Вот так, в центре огромного шумного города, на прежнем месте, зоопарк радует посетителей новым, современным, красивым обликом и всегда рад гостям. Адрес зоопарка и телефон для справок вы можете увидеть в описании под этим видео. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!